Всем привет! Вы на канале Мужское хобби, и сегодня мы поговорим с вами о простой сахарной браге. Расскажу вам вкратце 5 простых секретов для хорошей сахарной браги. Те, кто опытные самогонщики, все это уже знают, но у новичков очень часто возникают вопросы и какие-то трудности с брагой. Эти советы больше помогут тем, у кого аппараты простые. Не тем, у кого колонные, ректификационные, кто может получать спирт, а именно тем, у кого аппараты простенькие, типа аппаратов с сухопарниками и прочих таких вот подобных. Таких людей очень много, поэтому давайте по порядку. Значит, первое – это вода. Воду для браги не нужно искать какую-то очищенную, дистиллированную, или там из-под фильтров. Вода может быть из-под крана. Причем чаще всего даже лучше, если она из-под крана. В ней, конечно, есть какие-то примеси, хлорка. Но от хлорки можно избавиться, если она у вас постоит, там денек хотя бы проветрится. А примеси как раз на самом деле будут полезны для дрожжей, особенно если вы избраживаете на простых дрожжах. Я сейчас не говорю про турбодрожжи, потому что большого смысла на сахарной браге и вообще в них особо не вижу. Можно поспешить там куда-то, но я склонен к тому, что самогоноварение процесс такой неторопливый, не надо никуда спешить, вы делаете для себя. Если, конечно, вы штампуете там что-то на продажу, то ради бога делайте как хотите, пусть ваше это, как говорится, говно пьют алкаши, которым вы это продаете. Итак, вода из-под крана. Мучиться не надо. Это первый такой секрет. Второй секрет – это гидромодуль. То есть сколько у вас будет сахара, сколько у вас будет воды в браге. Самый лучший гидромодуль, который я вам рекомендую использовать, это 1 к 5. То есть 1 килограмм сахара на 5 литров воды. Это, наверное, самый правильный, самый простой и самый хороший гидромодуль. Можно делать 1 к 4, ниже опускаться вообще не советую, поэтому старайтесь делать 1 к 5. У вас будет меньше примесей, и меньше проблем вы потом получите, меньше вони. Третий, самый важный, наверное, секрет – это подкормка браги. Если вы делаете брашку на простых дрожжах, не турбодрожжах, а вот типа таких вот обычных, либо хлебопекарных, либо спиртовых дрожжах, в которых нет подкормки, то есть делаете вполне простой дешевый вариант браги. Вам нужна подкормка. У меня, в принципе, вот на этих дрожжах, на хмельных, которые мне больше всего нравятся, брага выбраживает за 5 дней, поэтому турбодрожжи я не использую. Или использую, если они у меня как-то там есть, но это бывает редко. Брагу на таких дрожжах нужно подкормить. В качестве подкормки может быть изюм, хлеб, там вот какое-то зерно, вот овес, допустим, вот у меня здесь какой-то. Но это не для этого, для кваса использовался. Самая хорошая подкормка, которая мне нравится больше всего, и даже подтвердило то, что она хороша, результаты анализов полученного мной продукта и получаемого, это аммиак. Вот такие вот. Он продается в аптеках. Аммиак, нашатырный спирт по-другому. Стоит копейки и, в принципе, отлично работает. Его нужно добавлять столовую ложку на 20 литров браги. То есть столовую ложку туда налили, дальше уже разводите дрожжи, и все у вас будет шипеть, шкварчать, бурлить и бродить. Будет все супер, все будет отлично. Пользуйтесь этим. Четвертый секрет – это температура брожения. Старайтесь сделать так, чтобы брага у вас бродила в оптимальной температуре для дрожжей. Это 20-30 градусов. Оптимально 25 градусов примерно придерживаться. Если будет прохладнее, чем 20 градусов, дрожжи будут засыпать, брожение затянется. Если превысите 30 градусов, то есть может быть на улице, сейчас вот жарко у нас, на улице будет 30 градусов, у вас будет бродить, еще будет разогреваться брага при брожении, дрожжи могут свариться. При 35 уже им плохеет достаточно сильно. Поэтому старайтесь придерживаться вот этой температуры в 25 градусов. Присматривайте, там либо на емкость наклейте термометр. Есть такие, наклеиваются, на Алиэкспрессе продаются. Можно открывать ее спокойно, просто померить.
как бы сахарная брага не боится того, что вы ее откроете, вы берете гидрозатвор или что-то, она у меня, допустим, выбраживает просто без гидрозатвора, прикрытая крышкой. Я делаю редко сахарную брагу, но иногда делаю. Ну и последний, пятый такой секрет – это осветление браги. Дождитесь осветления браги. Не торопитесь ее перегонять. Либо можете использовать бентонит для осветления. Я особо его не люблю. Я живу в квартире, мне потом это выливать в туалет, этот цемент, как-то не хочется глину. Поэтому я не заморачиваюсь, у меня брага отбраживает за 5 дней, день-два на осветление, и все нормально, как правило. Осветление – важная вещь. Если вы будете перегонять брагу неосветленную, получите очень много лишних запахов, вот этой вони дрожжевой, которая вам на простых аппаратах не нужна. Поэтому очень рекомендую осветлять брагу, дождаться ее осветления. Это такой достаточно важный момент, так же как с подкормкой. Основные моменты, наверное. В принципе-то вроде бы и все. Больше добавить особо нечего. Если будут вопросы какие-то, обращайтесь. В группу ВКонтакте можете писать, в Инстаграме. Если видео было полезным, ставьте лайк. На канал, я думаю, вы уже подписаны. Ну на этом все. Всем удачи!